Тот год выдался необычайно суровым. Леса на севере штата превратились в непроходимый лабиринт из поваленных сосен и глубокого липкого снега. Марк, человек, чье лицо было изрезано морщинами, как кора старого дуба, работал лесником в этих краях уже более 20 лет. Он привык к одиночеству, к запаху хвои и к тому, что лес всегда берет свое. Однажды, во время планового обхода территории у чертова ручья, Марк услышал звук, который не вписывался в симфонию зимнего леса. Это не был вой волка или треск ломающейся ветки. Это был тяжелый металлический ляск, за которым последовал утробный, полный боли стон. Продираясь сквозь колючий кустарник, Марк вышел на небольшую прогалину. Там, посреди взрытой земли и окровавленного снега, метался огромный бурый медведь. Его задняя лапа была зажата в стальном капкане, огромном зубастом монстре, запрещенном законом уже много лет. Браконьеры спрятали его мастерски, и теперь лесной царь стал их невольной добычей. Марк замер. Перед ним был зверь весом не менее 400 килограммов. Медведь, которого он позже назовет Бруно, при виде человека вздыбился. Несмотря на страшную рану, в нем еще кипела ярость. Он издал такой оглушительный рев, что с ближайших елей осыпался иней. Марк понимал, подойти сейчас значит погибнуть. Но и осъявить это величественное существо, умирать в муках, он не мог. День первый. Первое подношение. Марк вернулся к своей хижине, которая находилась в паре миль отсюда, и собрал все запасы рыбы. Когда он вернулся к капкану, Бруно был истощен. Медведь лежал на боку, тяжело дыша, но при малейшем движении человека снова обнажал клыки. Марк бросил первую рыбину с расстояния 15 метров. Медведь подозрительно обнюхал ее и, убедившись, что это не ловушка, жадно проглотил. В тот вечер Марк не ушел домой. Он развел небольшой костер на безопасном расстоянии и всю ночь наблюдал за зверем, охраняя его от лесных падальщиков. День второй. Звук голоса. На второй день Марк понял, что медведя пугает тишина и резкие движения. Он начал говорить. Он рассказывал Бруно истории о своем детстве, о том, как устроены звезды, о том, что скоро весна. Голос Марка был спокойным и низким. Медведь перестал метаться. Он сидел, поджав под себя здоровую лапу, и внимательно слушал, наклонив массивную голову на бок. Расстояние сократилось до 10 метров. День третий. Запах доверия. Запасы еды таяли, и Марку пришлось отправиться на подледную рыбалку. Он принес Бруно свежего лосося. В этот раз медведь не рычал. Он издал короткий звук, похожий на ворчание, когда Марк положил еду чуть ближе. Запах человека больше не ассоциировался у Бруно со смертью. Он стал ассоциироваться с жизнью. День четвертый. Испытание стихией. На четвертый день разыгралась метель. Видимость упала до нуля. Марк, рискуя заблудиться, все же пробился к прогалине. Он увидел, что Бруно дрожит, раненая лапа сильно распухла, и потеря крови давала о себе знать. Марк соорудил временный навес из лапника, чтобы хоть немного защитить медведя от ледяного ветра. В этот момент он находился всего в 4 метрах от пасти хищника. Бруно лишь наблюдал. Его глаза были полны не ярости, а глубокой человеческой
тоски. День 5. Первое прикосновение. Это был самый опасный день. Марк понимал, что в рану попала инфекция. Он взял антибиотики из своей аптечки и спрятал их в кусок мяса. Когда медведь съел угощение, Марк решился на безумство. Он медленно протянул руку и на долю секунды коснулся густого меха на плече Бруно. Медведь вздрогнул. Его мышцы напряглись, как стальные тросы, но он не напал. Между человеком и зверем проскочила искра понимания, которую невозможно объяснить словами. День 6. Подготовка. Марк готовил инструменты. Чтобы разжать челюсти капкана, требовались 2 стальных лома и нечеловеческая сила. Весь день он провел рядом с Бруно, подготавливая его к боли, которая неизбежна при освобождении. Он гладил его по голове, и Бруно, к удивлению лесника, начал тихонько гудеть. Так медведи выражают спокойствие. День 7. Свобода. Утро 7-го дня было тихим и морозным. Марк подошел к капкану. Он действовал быстро. Вставив рычаги в механизм, он навалился на них всем весом. Металл заскрипел. Бруно взревел от боли, когда зубья капкана вышли из его плоти. Еще одно усилие, и лапа была свободна. Марк быстро отскочил назад, ожидая нападения. Но Бруно просто стоял. Он посмотрел на свою израненную лапу, затем на Марка. В этом взгляде было все: благодарность, прощание и обещание. Медведь медленно, хромая, направился в чащу. На границе леса он остановился, в последний раз оглянулся на своего спасителя и исчез в тени вековых сосен. Жизнь Марка шла своим чередом. Он постарел, его суставы начали ныть на погоду, но он все так же любил свой лес. Он часто находил на своей территории следы огромного медведя. Они были уникальны, так как на одной лапе не хватало пары когтей, а походка была чуть неровной. Марк знал, Бруно жив. Он стал легендой этих мест. Медведь со шрамом, которого не мог поймать ни один охотник. Иногда Марк оставлял на камнях у ручья немного рыбы, просто в память о той неделе. Рыба всегда исчезала, но самого медведя он больше не видел до того самого рокового дня в конце октября. Марк отправился в дальний сектор, чтобы пометить деревья под вырубку. Лес осенью коварен. Под ковром из золотых листьев часто скрываются провалы и скользкие камни. Марк не заметил края обрыва, скрытого кустарником. Один неверный шаг, и он покатился вниз по склону, ударяясь о стволы и камни. Очнулся он на дне глубокого оврага. Нога была вывернута под неестественным углом, открытый перелом. Рация разбита, темнеет, а температура стремительно падает. Марк попытался ползти, но боль была невыносимой. Хуже всего было то, что запах свежей крови быстро разнесся по лесу. Первыми пришли волки. Сначала он увидел их глаза, желтые огни, зажигающиеся в сумерках. Стая из 6 голодных хищников окружила его. Вожак, крупный самец с облезлым ухом, начал подходить ближе, припадая к земле для прыжка. Марк сжал в руке нож, понимая, что это его последний бой. И вдруг лес словно взорвался.
Из темноты, словно сама гора пришла в движение, вырвалась огромная тень. Громовой рев заставил волков прижать уши к голове. Это был Бруно. За 5 лет он превратился в настоящего монстра. Его спина была шире, чем у любого медведя, которого видел Марк, а шерсть на загривке стояла дыбом. Бруно не просто отпугивал волков. Когда вожак стаи рискнул огрызнуться, медведь одним сокрушительным ударом лапы отправил его в полет на несколько метров. Остальная стая, скуля, скрылась в темноте. Марк лежал, тяжело дыша, и смотрел, как великан медленно поворачивается к нему. Бруно подошел вплотную. Его морда была совсем рядом с лицом Марка. Лесник почувствовал знакомый запах леса и старой шерсти. Медведь нежно, почти по-матерински, обнюхал раненую ногу человека, а затем сделал то, чего Марк никак не ожидал. Он лег вплотную к Марку, фактически накрыв его частью своего огромного теплого тела. В ту ночь в лесу ударил мороз, но Марк не замерз. Живая печка грела его до самого рассвета. Медведь всю ночь чутко прислушивался к шорохам, охраняя сон своего друга. Когда на следующее утро спасатели, ориентируясь на сигнальные ракеты, которые Марк успел выпустить еще вечером, добрались до оврага, они замерли в ужасе. Они увидели человека, лежащего в объятиях гигантского медведя. Один из спасателей вскинул карабин, но Марк из последних сил поднял руку. «Не стреляйте, это мой друг». Услышав шум людей, Бруно медленно поднялся. Он посмотрел на спасателей, затем на Марка, и, словно убедившись, что человек в безопасности, развернулся и ушел в туман. Марка увезли в госпиталь. Ему спасли ногу, но в лес он вернулся только через полгода. Говорят, что на том самом месте, у чертова ручья, теперь стоит небольшая кормушка, всегда полная самой лучшей рыбы. А если сесть тихо и подождать, можно увидеть, как из чащи выходит огромный медведь со шрамом на лапе, который умеет помнить добро лучше, чем многие люди.